Counter-Strike. За всю свою долгую историю существования эта игра стала самым известным шутером от первого лица. Миллиарды долларов, миллионы поклонников, десятки тысяч часов, проведенных в игре и, конечно, фраги. Но, как оказалось, это не только про пострелять. Огромное количество модов, вылившихся на комьюнити от самого комьюнити. Хочешь играй в прятки, хочешь в футбол, а может тебе нравится просто попрыгать по блокам? Попрыгать по блокам. Это просто фан, или же за этими словами скрывается множество лет тренировок, мировых рекордов, расколов комьюнити и просто интересных историй? После просмотра этого ролика ты будешь в шоке и откроешь для себя целый мир, который скрывался за одной простой надписью. Crits. А я, как непосредственный участник, попытаюсь рассказать все, о чем знаю. Но давай начнем с самого начала. 1999 год. Два энтузиаста Минимлей и Джессом Клифф выпускают свой мод на тогда набирающую популярность игру Half-Life. Valve, увидев отклик от пользователей, нанимают ребят на работу, и благодаря этому на свет появляется самостоятельная и всеми известная игра. Counter-Strike. Да, еще не такая, как мы привыкли ее видеть. И нет, это не история КС. Это лишь пример того, как обычная скука положила начало чему-то новому. В этом ролике я расскажу, как в КС появилась комьюнити, которая живет уже более 20 лет, как оно чуть не вымерло, и причем здесь серферы. А ты не забудь подписаться и поставить лайк, ведь мы начинаем. Время шло, бомбы обезвреживались, заложники освобождались, а люди опять начинали скучать. 2003 год. Патрик Райт, обычный парень из Канады под ником Crits, решил сделать карту для CS 1.6. Haunted House. Ничем не примечательная карта. Макет своего дома, в котором он мог пофаниться с друзьями и просто хорошо провести время. Чтобы было чем заняться, он поместил рядом дерево. Точнее, 4 дерева, по веткам которых можно было забираться наверх. Они соревновались между собой, и это правда было весело. Crits на этом не остановился и сделал вторую карту. Giant Bean. Опять-таки для игры с друзьями. Огромное зеленое растение, по которому можно было залезть наверх. Было лишь два отличия. На карте появилась кнопка старта, ну и кто бы мог подумать, кнопка финиша с таймером. Теперь можно было соревноваться во времени. И людям понравилось. А парень продолжил делать подобные карты и загружать в открытый доступ с припиской KZ. Уже через год сформировалось первое официальное сообщество KZ Maps и первый публичный KZ сервер, работавший в режиме 24/7. С этого и началась история серверов, на которых люди оттачивали мастерство в прыжках, спидранили карты и успешно ломали физику игры. Но при чем здесь скала из названия ролика? Давайте вернемся немного назад. 5 ноября 1999 года. CS 1.6 еще не существовало, но новоиспеченные сотрудники Valve уже заканчивали работу над обновлением. Чтобы игроки были не супергероями, а сражение между двумя сторонами больше походило на реальность, физика игры по сравнению с Half-Life была изменена. Вообще изменений было много, но нас интересует только 3. Аэроакселерация, то, что позволяет игрокам точнее корректировать свою траекторию в полете. Max Speed, максимальная скорость игрока, которую снизили до 320. И, конечно, ввели скрытую механику выносливости, которая замедляла скорость после прыжка. Так выкатилось обновление Counter-Strike Beta 4.0. Конечно, не идеальное. Еще именно в этом обновлении был добавлен режим обезвреживания бомбы. И, соответственно, вышли в свет новые карты. Dust, Station, Prodigy и Nuke. Давайте туда и заглянем. Представьте, каждый день на протяжении многих лет десятки тысяч игроков выбегали с этого спавна и, конечно, видели ее. Огромная каменная глыба в центре карты. Это единственный объект в окружении КС, который мог дать такое сильное преимущество. Внезапная атака с точки, на которой тебя никто не ждет. Да и вроде лететь не так уж далеко, но, как всегда... Фейл. А почему? Я не буду рассказывать, что такое юниты и какую роль эта система измерения занимает в игре. Эта тема слишком обширная и тянет на отдельный ролик. Нудный ролик. Пока вам нужно знать только одно. Расстояние, на которое можно прыгнуть в игре, 215. А до скалы 224. Вроде не хватает совсем чуть-чуть, но все знали, что это возможно. Существовал 1% игроков, которым каким-то чудом удавалось туда забраться. Но для остальных она так и осталась неприступной. К ней мы еще вернемся, но пока разберемся. 1%. Кто эти люди? Те самые скучающие, которые захотели от любимой игры немного больше и отправились на поиски новых серверов. Ну и, конечно, натыкались на карты Crits. Вот мы и вернулись в 2004 год. Он был очень насыщенный. В КЗ комьюнити появились новые игроки, которые днями и ночами тренировались и соревновались в прохождении карт на время. Приходили новые мапперы и просто зеваки, которые ставили единственную цель – запрыгнуть на этот... Физика игры была практически изучена. Люди биндили прыжок на колесико мыши, что позволяло отталкиваться от земли сразу после приземления, не теряя скорость. Так в КС появился всеми известный банни-хоп, и теперь проходить несколько блоков подряд было легкой задачей. Естественно, хоп начали использовать и при прыжках в длину.
А назвали это Hop Long Jump. Правда, особой дальностью он не обладал, так как после второго отскока ты проводил в воздухе меньше времени, но техника могла помочь в ограниченном пространстве. На этом этапе и в того узкой крит-теме появилось ответвление. Карты начали разделяться на два типа. КЗ – стандартное прохождение, и ПХОП – на распрыжку. Еще были смешанные, но с их префиксом так и не смогли определиться, и все картоделы начали лепить, что попало. Но это и не важно, ведь все карты были собраны в одном месте, в том самом первом сообществе KZ Maps. Давайте расскажу, чему тогда научились. Это было время попыток просто не упасть вниз. Раннеры только начинали познавать азы физики, и, например, тот самый Гианбин был пройден за 5 минут и 21 секунду. Чтобы вы понимали уровень, в наши дни рекорд составляет минуту 53. Но это можно понять. При каждом новом блоке ощущались трудности, и в сообществе разработали единую технику, которая осталась и по сей день. Прыжки разделили на два этапа. Первый — это пристрейф, разгон перед прыжком. Очень важная часть, от которой зависит твоя начальная скорость. При правильном разбеге вместо привычных 250 можно разогнаться до 276, а это прям большая разница. И вторая часть — делать стрейфы. Поочередное движение мышкой вправо и влево с одновременным зажатием аналогичных кнопок на клавиатуре. Механика, которая позволяет практически не терять скорость. Красота. Так была придумана самая популярная техника прыжка — Long Jump. Все, конечно, здорово. Раньше прыгали на 215, а изучив LG, прыгаем на 240. Теперь-то мы можем забраться на камень? Давай попробуем. Но почему? Это мы быстро нашли ответ. Здесь работает эффект Edge Friction. Оказалось, что расстояние до земли слишком большое. Вот сейчас ты думаешь, да какая разница, сколько там до земли? Но это важно, особенности движка. Если расстояние до пола такое, что спрыгнув с него ты можешь получить урон, то игра заботливо снизит твою скорость перед обрывом. Не переживай, способы борьбы нашлись так же быстро. Просто надо было прыгать немного заранее, не добегая до края. Ты не замедлялся, но терял очень важные 13 юнитов. Конечно, обидно, но скала покорилась. Так появилось понятие High Jump. Это был самый сложный прыжок, благодаря которому в будущем открылась огромная масса вариаций его исполнения. А эту скалу увековечили на самой популярной карте для тренировок — KZ Long Jumps 2. Итак, это было базой. 3 основных вида прыжка, которые можно было использовать в любых ситуациях. Тогда, конечно, открыли и четвертый — Weird Jump, который давал максимальную начальную скорость прыжка, но был слишком ситуативен и практически нигде не использовался. Наступил 2005 год. Сайт с картами и локальные сервера — это, конечно, хорошо, но люди хотели показывать другим, на что они способны. Тогда и начало формироваться мировое КЗ-сообщество под названием Extreme Jumps. Это было удобно. Ребята начали публиковать демки раннеров. А после переговоров с на то время самым большим сообществом KZ Maps, они решили объединить усилия и слиться в один большой сайт. Там начали публиковать КЗ-карты и рекорды прохождений. Админы просматривали демки всех желающих и сортировали их по времени. Появились списки лидеров, что очень сильно подогрело соревновательный интерес. А люди со всего мира хлынули пробовать свои силы. В этом потоке занесло и меня. С этого момента я стал очевидцем всех событий, о которых вам и расскажу. Первая карта, которую я увидел, была KZ Climbers. Смотря на это огромное дерево, я сначала даже и не понял, что конкретно надо делать. Но увидев кнопку старта, быстро смекнул и погнал. Примерно через 2 часа я уже был на финише, и, естественно, мне это понравилось. На то время я был далек от мировых критс новостей и смотрел на людей, прыгавших 240 юнитов, как на киберкотлет. Тогда я еще играл в соревновательный КС, и для лучших результатов в КВшках мне нужно было улучшать свои навыки в мувменте. Я это понимал, команда понимала, мама не понимала. И, думав, что попрыгаю недельку, залип на 9 лет. Мне нравилась красота исполнения, как будто игра из 3 полигонов обрела плавность. Многим этого не понять, как можно прыгать по блокам 9 лет, но все намного интереснее, чем вы думаете. В общем, слушайте дальше. Итак, 5 февраля 2007 года. Это был самый важный день в мире критс. Была открыта новая техника прыжка. Но начну с небольшой предыстории. За пару месяцев до этой даты люди заметили, что если забиндить присед на колесико, то по какой-то магической причине ты сможешь забираться на невысокие ступеньки без прыжка. Это объяснялось как присед в приседе, что так и назвали — Double Duck. Вариантов использования было много. Например, это послужило хорошим сокращением времени на самой легендарной карте всех времен — Gold Hop. Так вот, настал тот день, когда игрок под ником Count заметил одно интересное явление, которое описал в очень большой форумной теме. Он сделал открытие, благодаря которому можно было избежать эффекта Edge Friction. То самое замедление персонажа перед краем обрыва. Достаточно лишь использовать двойной присед перед прыжком, тем самым ты просто пролетишь этот триггер по воздуху и оттолкнешься от самого края. И скорость практически не потеряешь. Более того, этот небольшой полет позволяет сделать дополнительные
сильный стрейф при разгоне, что увеличит твою начальную скорость до 295, а соответственно и дальность прыжка. Его так и назвали – Count Jump. С этим открытием все кардинально поменялось. На КЗ-картах были найдены тысячи сокращений, и таблица мировых рекордов пополнялась новыми именами. На основе Count Jump были разработаны новые виды прыжков, такие как ДКД, МКД, СКД и другие. Да, их много, и для каждой ситуации на карте нужен свой, но все легче, чем кажется, ведь суть-то одна. Неважно, какой вид прыжка ты выбрал, и даже практически неважно, как ты делаешь стрейфы. Самое главное – начальная скорость. Она выросла. Этот камень стал детской забавой, а у тех, кто плотно занимался прыжками хотя бы месяц, получалось запрыгнуть на него и без стрейфов. Даже без приседа в конце. Да даже 360. Люди залезали на скалу в пабликах и, конечно, получали заслуженный бан. Что? Нет, не на эту. Да, научились и так. Наверное, многие из вас даже не знали, что это возможно. Я расскажу как, но чуть позже, ведь настало время опять вернуться назад. 2004 год. Чарли Мэрион Джойс. Обычный парень, фанат КС и по совместительству мапмейкер. Он создал карту под названием Killbox. Очередной скучающий, который просто хотел пофаниться с друзьями. На карте ничего необычного. Пара домов, экскаватор и огромная лестница. Давай, пока бегу, подумаем, что же тут необычного? Что могло стать очередным переломным моментом и новым ответвлением всего Counter-Strike, что добралось даже до CS2, основав очень популярный кластер и по сей день стало неотъемлемой частью многих серверов. Конечно, серф. Чарли заметил, что по наклонным поверхностям можно скатываться, а большая лестница на соседнем доме может тебя поймать. И вот он уже делает подобные карты, которые быстро находят свою аудиторию, и серф потихоньку становится полноценным модом для любимой игры. С этого и началась история, которая чуть не убила мою любовь к КС. История о том, что один нолик, стоящий рядом с двумя буквами АА, может так сильно поменять все, что было наработано годами. Давайте по порядку. 2007 год. Я играю на карте Gabble Hop. С того момента, как я первый раз попробовал распрыжку, прошло уже много месяцев, так что все давалось мне достаточно легко. И вот я застрял между вторым и третьим уровнем. И нет, не потому что они были сложные, а потому что мне тогда было 14. Да, не отвлекаемся. Серф или слайд, да как угодно. Тогда уже потихоньку внедрялся в КЗ-сообщество. На картах появлялись небольшие участки пути, которые знакомили ребят с этой механикой. Всем нравилось, и почему нет? Крутое разнообразие. И вот я в очередной раз дохожу до этого блока. Но по какой-то причине у меня ничего не получается. Я умел серфить, но эта поверхность была настолько крутая, что я раз за разом скатывался вниз. Я смотрел на ребят, которые с легкостью проходят этот этап, даже не останавливаясь, и ничего не понимал. Тогда в мою голову стали закрадываться сомнения, а подкрепляла их еще одна мысль. Все, с кем я начинал, уже давно прыгали по 248, а я еле добирался до 240. Что-то явно мешало. Так я узнал о Pay-to-Win шмотке. Сравни 40 и 100 FPS. Да, видеокарта. А это был уже переломный момент для меня. После смены этой железяки на новую мой FPS вырос, и первый прыжок был сразу 248. А это значит, что я все делал правильно. Это сильно подняло мой скилл, и настало время двигаться на новый уровень. 12 сентября 2008 года. На свет появляется Kosu Climbing. Поначалу ничего необычного. Просто очередная копия Extreme Jumps, которая просуществовала всего 1 год и была закрыта по причине отсутствия перспектив. Все логично. Люди уже начали уставать и хотели видеть что-то новое. Куда им второй сайт с рекордами? Это было время разборок и споров. Одни обвиняли других в читерстве, а те, дабы оправдаться, выкатывали свои хэндшоу. Вот. Подпишись. Ну а как еще порешать все накопившиеся недовольства? Идеально было бы совместить прыжки и разборки между командами. Хотелось не только прыгать, но и убивать. В этом году просьбы были услышаны, и на свет появился новый мод, который расколол все критс-комьюнити на 2 части. Hide and Seek. Суть очень простая. Контртеррористы должны догнать террористов. Как ты это сделаешь, дело твое. Вот тут и понадобилась распрыжка и умение стрейфиться. И первой картой, которая навсегда оставила след в сердцах геймеров, была AWP Rooftops. Да, карта для перестрелок с АВП. Она была сделана задолго до мода, но, как ни одна другая, отлично подходила под него. Высотные дома, которые не прощают ошибок, хорошая видимость и очень много лестниц. Лестницы. Еще одна механика, которая до сих пор не была задействована в мире критс. Люди уже давно поняли, что лестница обладает интересными свойствами. Еще в первый Half-Life мы прыгали на них с больших высот и не получали урон. Так же, как и Чарли Джойс, придумавший серф. Еще одной интересной механикой было быстрое перемещение боком, зажав не одну, а целых 2 кнопки. Новички с этим не справились
справлялись так, что естественный отбор забирал их первыми. Вообще есть книга, где можно почитать о всех механиках Half-Life и CS, придуманных спидранерами за всю историю. Глянь, сколько глав. Вот, например, страничка, посвященная лестницам. Но там я даже пробовать не стал. Продолжим. КНС оказался интересным не только для Критс комьюнити. Туда пошел такой наплыв людей, что он быстро стал полноценным модом. Можно сказать, культурой. Да, я тоже туда часто заглядывал, ведь мои навыки в прыжках помогали очень сильно. Тогда нам, старичкам, не было равных. Представьте эту разницу в скилле. Когда-то выиграл уже 3 International, а игра вышла вчера. Но это время стало важным и для Критс. Море КНС новичков, которые хотят учиться физике и открывают для себя мир прохождения карт. Да, Hide and Seek тоже раскалывается и каким-то образом получается так, что КЗ-сообщество восполняет потери. Новые раннеры, новые мапперы и новые рекорды? Нет, рекорды принадлежат старикам, которые на тот момент уже 5 лет тренировали свои навыки. Ну а с новичками явно нужно было что-то делать. 15 июля 2009 года. Косу Клаймбинг снова открывается. На этот раз они решили полностью поменять стратегию, став полноправным конкурентом Extreme Jumps. Но с одним маленьким отличием. Было принято решение принимать все те тонны карт от новых мапперов, которые не проходили отбор в официальном сообществе. Появились новые списки лидеров, а карт было настолько много, что каждый даже начинающий игрок мог претендовать на мировые рекорды. Были даже такие, от которых совсем не требовалось никакого скилла. Буду честен, что я сам выбрал легкий путь и не стал соревноваться за первенство с топами, а отошел на косу, где хорошо себя чувствовал. Я начал делать карты, тестировать карты других игроков, ну и просто ставить мировые рекорды. Уже в первый год косу Клаймбинг обгоняет Extreme Jumps по количеству карт, а в 2012 разница в количестве становится огромной. Но все это уходит на второй план, так как они все равно считаются неофициальными. Этот год был громким на новости. Новенькие хотели славы, а если ты не можешь пройти карту от начала и до конца, нужно искать сокращение. БКЗ Wallblock. На то время карта существовала уже 5 лет, и лидерство в таблице занимал шведский игрок Shady. Суть такая же, как и всегда. Пройти карту от старта до финиша. Невероятный результат. 2 минуты и 15 секунд. Но спустя 3 месяца таблица лидеров обновилась, и на первое место встал раннер под ником Зулли. Со временем 46 секунд. 1,5 минуты отрыва. Это звучало как бред. Все сообщество обсуждало эту новость. Но как он это сделал? Нашел сокращение там, где казалось его невозможно найти. Люди стали мыслить шире. И это не единственный пример, когда физика выходила погулять. А мапперы поняли, что обычные прыжки это слишком легко, что пора выходить на новый уровень. И с этого момента новые карты стали приносить боль. Теперь их начали разделять на уровни сложности. 1 октября 2010 года. Игрок с ником Freestyler ставит мировой рекорд по прыжкам в длину. 257 блок. Это было прорывом, ведь все думали, что это невозможно. Этот рекорд не могли побить 12 лет. В 2022 году игрок с ником Лобелия прыгнул 258. Но, как оказалось, возможно и больше. В наши дни рекорд принадлежит шведу Propane. 259 блок, да еще и боком. А если кому интересно, то самый далекий прыжок за всю историю сделал он же. Техникой VR Jump, о которой я говорил в начале. 276 блок. Это если бы подвинуть крышу на такое расстояние. В этом году и ХНС обрел новое дыхание. 3 года ребятки тренировались, и наступила эра киберспорта. КВшки перебрались и сюда. Появлялись десятки команд, придумывались тактики и, конечно, новые механики. Jump Boost. Жертвуя одним тиммейтом, ты забирался туда, где тебя не достать. А даже если к тебе и заглядывали, всегда был шанс спастись. Ой, даже на такую вроде бы безвыходную ситуацию был свой план. Jump-Bug – самая редкая механика в игре. Падая с любой высоты, ты не получишь урон. Она делается невероятно сложно, практически на рандоме. Но, конечно, у всего в этой игре есть конкретные цифры. Так что, написав пару алиесов, я увеличил вероятность вытворить такое до 100%. На самом деле, я никому об этом не рассказывал, да и не видел, чтобы так делал кто-то еще. Все мы были из лиги профессионалов, а такие штуки хоть и легальны, но вряд ли бы поприветствовались. Это был не единственный способ остаться живым, упав с небоскреба. Edge-Bug – довольно распространенная механика во всем Критсах и НС комьюнити. Нужно упасть на угол любого предмета. Ох, эти времена, когда один тиммейт внезапно делал джамбак за карту, мы понимали, что раунд наверняка выигран. Так что постоянно прыгали на него, пытаясь сделать эджбак об голову. Вообще, эта механика пошла из Half-Life, где спидранеры, обузив FPS при падениях, всегда оставались живы. Кстати, да, маленький FPS и правда помогал это делать. Вообще, он играл слишком большую роль. В сообществе поняли, установка FPS Max 100 часто приводит к тому, что игра показывает нестабильное значение.
Это несоответствие может сделать движение менее плавным. Рекомендовалось устанавливать значение на 99,5, что обеспечивало более последовательный и контролируемый игровой процесс. В ХНС не все ограничивалось высотными домами. Людям захотелось сложности, и они перебрались на классику. С этого момента все стандартные карты были изучены. Было найдено множество подсадок и мест, куда можно добраться самостоятельно. А та самая скала стала самым посещаемым местом. У кланов на Ньюк была одна установка: залезть туда в начале раунда, а дальше разбираться по ситуации. Собственно, когда мы уходили развеяться от прыжков и просто пострелять, установка оставалась. Отсюда и баны. Интересно получается. Эпоха началась и так резко закончилась в одном месте, но с такой разной историей. А почему закончилась? 2011 год. Мировые рекорды ставились по 7-10 в день. Количество пользователей постоянно росло, количество активных раннеров зашкаливало. Это настоящий пик популярности Криц. Но, как вы уже видите, что-то пошло не так. Это была лучшая физика, довольно сложная в освоении. Много лет было потрачено игроками, много раундов сыграно, но беда пришла откуда не ждали. Давайте по порядку. Тогда серф-сервера тоже набрали свою популярность. Отличало их одно: для того, чтобы быстро кататься по наклонным поверхностям, нужна аэроакселерация. Это та штука, которая пришла к нам из Half-Life. Та штука, которую разработчики порезали с 1000 до 10 при выпуске КС. Люди подумали, что будет прикольнее иметь больше контроля в воздухе, так как на ХНС ты только и делаешь, что куда-то летишь. Да, настройку перенесли. Это произошло не сразу. Началось с маленького количества серверов и быстро набрало свою популярность. Я бы это назвал казуаливанием, что, конечно, было хорошо. Все стали прыгать дальше, меньше ошибались. Теперь при падении на кустики ты не получал урон. Стала возможность прыгать в приседе, и вообще открылись новые возможности, о которых люди даже не подозревали. Тот самый даблдак, который служил для того, чтобы подниматься на ступеньки и делать каунт-джамп, теперь стал новой механикой, благодаря которой на нем можно было пробежать сколько угодно, вообще не теряя скорость. Назвали это СГС. Вообще, конечно, Дедоран был и раньше, задолго до этого, но на старых настройках он был не настолько эффективен. Игра ускорилась, а Криц комьюнити восприняла это в штыки. Нелегальная настройка, которая давала преимущество. В этот самый момент предстоял очередной раскол. Криц — это серьезное занятие, а ХНС — это фан. Естественно, большинство людей выбрало веселье. Мне тоже надо было выбрать сторону, ведь физика стала слишком разной, и теперь одно мешало другому. И я выбрал Криц. Забавно получается, ведь хоть это и произошло, но это не самая основная причина резкого спада посещений. Ведь ХНС тоже начал быстро умирать. 21 августа 2012 года. Выход CSGO. Да, все так просто. Я сам ушел туда и поэтому особо не знаю дальнейших историй. Команды распались, друзья разошлись по разным играм, а на старых форумах можно найти разговоры про тишину и ностальгические слова о том, как же было хорошо. А что же с комьюнити сейчас? Оно живет. Конечно, не так круто, но живет. Основной сайт перенесли на другой домен, и теперь это Критс.ком. Мне кажется, эта комьюнити не вымрет никогда. Это, можно сказать, уже отдельно сформировавшаяся игра, как Дефраг. Критс как мод, конечно, перебрался в CSGO, а затем и во вторую часть, но от былой физики мало чего осталось. Ее опять оказуалили, да и пропала зрелищность. По словам участников, сегодня сцена Критс в Counter-Strike 1.6 остается яркой и конкурентоспособной. Игроки продолжают стремиться бить рекорды на самых сложных картах, а также проводят денежные турниры. Пока я снимал этот ролик, в поисках контента я, естественно, лазил по разным серверам. Я даже встретил прошника с ником Каппа. На данный момент он имеет 144 мировых рекорда. И даже сейчас мне довелось посмотреть, как он ставит очередной. Holy shit. Ребята, конечно, молодцы, не бросают дело. Я желаю им успехов. Ведь сейчас, за все время существования Криц, глаз радуется мировому топу. Россия стоит на первом месте, а 65% результата делает один раннер. Топовый гусь, который пришел в этот удивительный мир прыжков, когда мы, старики, о нем уже забыли. В 2017 году. Приятно, что новое поколение продолжает наш путь. Пускай так будет и дальше. Ну а тебе спасибо за просмотр и поддержку. Надеюсь, эта история была увлекательной. А если тебе понравилось, то поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые будут еще интересней. Это была история огромного сообщества в огромной игре, о котором мало кто знает. Криц.